прежде чем мы начнем, я хочу задать вам один вопрос. А вы смотрели «Юных Титанов»? Просто лично у меня руки дошли только в августе прошлого года. Как именно я к ним пришла, это сейчас не так важно. Суть в том, что, посмотрев все 5 сезонов залпом, я пришла к выводу, что... Вау! А мультсериалы нулевых были охренеть какими крутыми! И размышляя, чего бы мне еще такого посмотреть, я вспомнила, что примерно в то же время начали выходить черепашки-ниндзя от 4Kids. Я знаю, о чем вы могли подумать, но нет, я начала просмотр только в январе. Знаешь, я тоже своего рода черепаха. В общем, когда я посмотрела весь сериал, то, во-первых, моя теория подтвердилась, а во-вторых, я не могла заткнуться. Произошла классическая жаркая ситуация. Я посмотрела какое-то медиа и начинаю трындеть о нем часами, пока не сдеру себе горло. И обычно решением проблемы становится сделать видео. И это действительно помогало. Я делала ролик и наконец-то успокаивалась. Но в этом случае возникла одна маленькая проблема. У меня не получалось нормально структурировать свои мысли. В моей голове была просто вязкая, бесформенная каша, из которой я все никак не могла слепить что-то нормальное. Да и к тому же на ютубе было уже немало роликов про черепах 2003-го, и навряд ли я бы смогла привнести что-то новое. Но в определенный момент я заметила, что 80% моего голдежа сосредоточены на одном конкретном персонаже. И да, вы уже поняли, это Микеланджело. В общем, да, на этот раз будет достаточно нетипичный для меня формат, где я буду просто дискутировать, почему мне нравится именно этот персонаж, ссылаясь на эпизоды из сериала. Разбор будет идти посезонно, там, где это можно, чтобы мне было тупо проще изложить свои мысли. Напоминаю, что видео содержит очень серьезные спойлеры к сериалу, так что смотрите на ваш страх и риск. С этим мы разобрались, поэтому приступим. Новые истории. Изначально мой глаз зацепился за Микеланджело просто потому, что его базовые характеристики совпадали с моими. Он обожает комиксы, телешоу, покушать фастфуд, собирать коллекционные фигурки, рисует время от времени. Но первое время это просто оставалось на уровне прикольный персонаж. Но со временем я начала больше обращать внимание на то, что если сравнивать с теми же Лео, Рафом и Донни, Майки меньше всех похож на стандартного ниндзя. Часто шуткует во время битв, бывает несерьезным, имеет проблемы с концентрацией и трусил не один раз. Из-за чего кажется, что из всей четверки у него наибольший потенциал для развития. Поэтому я обожаю те сюжетки, в которых всех спасает именно Микеланджело, ведь тогда он проявляет свои наилучшие качества, а именно креативный подход, смекалку и умение симпровизировать. Что касается дуэтов в сериале, мой самый любимый – это Рафаэль и Микеланджело. Каждая сцена с ними вызывала у меня широчайшую улыбку на лице. Я просто люблю этот вайб братьев, которые вечно дерутся, но в критические моменты готовы защищать друг друга. Да, Раф сам по себе эмоциональный и ведет себя так с каждым членом семьи. Что с Лео Шреддер наносит ответный удар, что со Сплинтером в конце первого сезона, когда сенсей внезапно пропал, и он себе места не находил. Но моменты с Майки для меня выделяются, потому что большую часть времени он именно что бесит Рафа своим поведением. И те разы, когда Красный наоборот проявлял заботу, сразу же впивались в мозг. Также в первом сезоне наша мутагенная булочка создает себе альтер-эго – черепаха-титан. И, насколько я поняла, не все в фандоме любят эти эпизоды и даже нарекают это одной из худших вещей в 2003-м. Я могу понять тех, кто просто не любит всю эту тему с супергероями, ведь конкретно до них мне тоже было плевать. Но называть это худшей частью сериала? Не знаю. Да, мне тоже поначалу было все равно на эти серии, но как только проявилась эмоциональная привязанность Микеланджело, я полюбила их и пересматривала не один раз. Во-первых, это имеет смысл, ведь Майки фанат супергеройских комиксов. Очевидно, он возьмет это за основу. Во-вторых, в городе патрулируют реальные суперы, которые могут действовать в открытую, и никто из людей их не боится. Отсюда вытекает третий фактор – жажда признания. Ведь сколько ни говори про долг и справедливость, всем нам хочется получить похвалу за наши старания. Супергерои не боятся, что их кто-то увидит. И было бы неплохо получить благодарность за свои добрые дела. Плюс нам показывают, что Майки может проявлять зависть и эгоизм, из-за чего могут пострадать обычные гражданские, чтобы потом признать свои ошибки и расти как персонаж. Это ведь хорошие сюжетки, камон! Да, в конце первого эпизода проговаривается классическая мораль, что нужно быть самим собой.
Но полностью он от этого образа-то не отказался. Черепаха-титан еще появлялся в 3, 5 и 6 сезоне. И я не вижу в этом ничего плохого. Они же не должны заниматься только ниндзя-штучками. Для меня это все равно, что увлечение Рафа мотоспортом, Дони палеонтологией и Лео... Да, точно. Во 2 сезоне было меньше всего прям ярких моментов с Майки. Да, была серия с Кожеголовым, но она мне понадобится чуток попозже. Так что давайте перейдем сразу к финалке 2 сезона, когда моя любовь к этому сериалу начала укрепляться, и я окончательно прониклась этим рыжим пронырой. Арка Нексуса. А если говорить точнее, битва Рафа и Майки. Это одна из моих любимейших экшн-сцен во всем сериале и первая любимая битва в Нексусе. Чтобы вы понимали, во время марафона перепросмотров, когда наступала очередь Биг Бравл, я сразу же перепрыгивала на 3-й эпизод. И не в самое начало, а в моменты с этими двумя. И до основной линии с Даймио и Драко мне вообще не было дела. Типа, что? Лео отравили, а Сплинтера обвинили в покушении? Не, я лучше в 158 раз пересмотрю петушиные бои. Я люблю все в этой битве. Как нас пытается ввести в заблуждение с тем, что преимущество на стороне Рафаэля, и затем ситуация сразу же меняется на противоположную. Как поначалу Майки пытается именно что драться с ним, но быстро приходит к мысли, что нужно просто вывести Рафа из себя, пока он не самоаннигилируется, что по итогу и случилось. Как Раф использует все свои силы, пока Майки плавно уворачивается. Его ехидное выражение лица на протяжении всей битвы. То, что это первый и единственный раз за сериал, когда Майки не просто стебется, а измывается над Рафом у глазах у целой толпы. И как по итогу опасения Рафа оказались правдой, и Майк на самом деле стал чемпионом Нексуса. И это при том, что сама битва длится всего секунд 40, а смотрела я ее по итогу 40 минут. Поверьте, я могла еще целый час обсуждать эту битву. Но благо у меня есть чувство сострадания. Так что давайте перейдем к 3 сезону. В рождественском эпизоде Майки подбирает уличного котенка и дает прозвище Кланк. А также отбирает грузовик с игрушками у бандитов. Не волнуйтесь, кот остался цел. Самое главное, он справился с ними сам. Он не звал никого на подмогу, никто из братьев не отправился на разведку, дабы узнать, где он там прохлаждается. Никто по итогу даже и не узнал об этом. Да, это не элитный отряд ниндзя из клана Фут, а обычные уличные бандиты, но факт остается фактом. Далее из лампового праздничного эпизода мы переходим к лавкрафтианскому ужасу Darkness Within. Хоть в самом эпизоде акцент больше идет на Леонардо, и его сновидение самое необычное, кошмар Майки я считаю не менее интересным. Источником страха для Рыжули стал сам Лео, который стал слугой этого существа, и, скорее всего, убил Дони и Рафа. С чего я это взяла? Из вот этой реплики. Чудовище схватило нас, но оказалось милосердным. Оно дало нам шанс объединиться с ним, служить ему, стать таким, как оно. И я согласился. В принципе, вся эта сцена заставила меня глубже задуматься о причине подобного страха у Микеланджело. Говорю сразу, это чисто мои додумки, так что не воспринимайте их слишком серьезно. Моя интерпретация данного кошмара заключается в том, что Майки всегда восхищался Леонардо, не просто как братом, а как их лидером. Он всегда направлял их, поддерживал, защищал, был словно путеводная звезда. Но что если эта путеводная звезда, за которую ты следовал всю свою жизнь, внезапно погаснет? Что ты тогда будешь делать? Кстати, в самом конце эпизода Лео действительно поддался искушению. Всего на пару секунд, но тем не менее. И это уже 2-й раз, когда Майке снятся вещи и сны. 1-й раз был в байках подземелья, если что. Конечно, было бы прикольно, если бы именно он вывел Лео из транса, вспомнив свой кошмар. Но итоговый вариант меня тоже устраивает. Далее у нас предфинальная арка 3-го сезона про параллельные миры. Первый эпизод реалити-чек достаточно расслабленный и просто в очередной раз подтверждает, что в критической ситуации Майки соображает не хуже своих братьев. Но все мы прекрасно знаем, чем на самом деле славится эта сюжетка. То, чего никогда не было. Самый мрачный, брутальный и депрессивный эпизод во всем сериале. Хоть он больше сосредоточен на Донателло и его реакции на весь этот ужас, про Майки мне тоже есть что рассказать. Если тех же Лео и Рафа мы привыкли видеть серьезными и то дело конфликтующими друг с другом, то вот Майки просто жесть как непривычно видеть таким мрачным и отстраненным. Когда он впервые встретился с Донни, он
сразу же начинает взваливать на него вину, пока Донни в растерянности просто пытается понять, как это вообще произошло. Где ты шатался все эти годы? Мы думали, ты умер. Как ты мог так запросто бросить нас? Чувак, я все понимаю, но это твой родной брат, которого ты не видел 30 лет. Можно чуток помягче? Чтоб вы понимали, даже Раф его обнял. Майки стал суровее Рафаэля. Такое даже в голове не укладывается. Поэтому я бы с превеликим удовольствием глянула приквел к данному эпизоду. Только ради того, чтобы лицезреть полную трансформацию Майки и как именно он потерял руку. Не думаю, что причина только в смерти Сплинтера и ссоры старших братьев. Скорее, это совокупность всех событий, потерь и несчастий, произошедшие за все эти 30 лет. Но не будем о мрачном. Вся семья снова вместе, главкат побежден, и, наконец, все будет хорошо. Ой. Ой! Четвертый сезон я разделяю на две арки. ПТСР Лео и арка Вируса. Помните серию Hunted в Юных Титанах? Тут примерно то же самое, только растянуто на половину сезона. Несмотря на то, что со Шреддером было окончательно покончено, Лео не переставая корил себя за то, что не смог найти способ защитить свою родню. И единственное, что им оставалось, это подорвать Шреддера вместе с ними. Он был уверен в том, что облажался. И как брат, и как сын, а самое главное, как лидер. Он стал более отстраненным и полностью погрузился в тренировки, дабы стать сильнее. И хотя он все это делал, дабы защитить свою семью, он стал все больше и больше от нее отдаляться. Какая, сука, ирония. И, собственно, в эпизоде «Самурай-турист», когда братья в очередной раз обсуждали, как сильно изменился Лео за эти месяца, именно Майки приходит к мысли о том, что ему тяжелее всех, потому что на нем лежит груз ответственности за всю команду. Ведь это не так просто. Всегда быть в ответе. А нам от этого только польза. Все потому, что Леонардо всегда в ответе за всех нас. Что, в принципе, может подтвердить мои мысли касаемо их взаимоотношений. Кстати, а вы помните, как в конце второго сезона Майки стал чемпионом Нексуса? Если битва с Рафом и все остальное прошло как обычно, то вот с финальным боссом ему слегка помогла госпожа Удача. Но это не мешало ему упоминать о своей победе при каждом удобном случае. И если поначалу он просто выпендривался, дабы позлить Рафа, то потом это стало удачной отмазкой, чтобы пропускать тренировки. Ведь зачем мне откалибровать технику, если я уже сильнейший боец в мультивселенной? И по закону подлости, именно в этот момент появился его оппонент и вежливо попросил о матч-реванше. Тебе придется вернуться в царство Нексус, Майки, и биться с Кла. Да, плохо быть тобой. Это лучший день в моей жизни. И, конечно, все сразу начали над ним издеваться. Даже Сплинтер. И трудно их за это винить. Честно, на их месте я поступила бы точно так же. Благо, что Лео согласился ему помочь, потому что потом выяснилось, что это не просто матч-реванш, а буквально смертельная битва. Помните, я говорила, что битва Майки и Рафа – первая моя любимая битва в Нексусе? Так вот, это вторая. То, как поначалу Майки не может сосредоточиться, и противник наносит ему все больше и больше ударов. Кажется, что он вот-вот попрощается с жизнью, но в последний момент он вспоминает слова Леонардо, берет себя в руки и окончательно доказывает, что он настоящий чемпион Нексуса. Я считаю, это лучшая серия с Микеланджело, так как она содержит в себе две его главные ипостаси. Она безумно смешная и чертовски крутая. Большего тут и не скажешь. Далее, как я уже говорила, после ПТСР арки сразу же начинается арка Вируса. Вообще, предпосылки к ней были еще в эпизоде Aliens Among Us, когда Бишоп фальсифицировал похищение президента. Вся та жижица, что осталась от доппельгангеров, растеклась по всей канализации, что и привело к массовой мутации здешней живности, и одна из которых по итогу заразила Донателло. И если поначалу казалось, что ничего не поменялось и все в порядке, то потом это резко обратилось в кошмар для всей семьи Хамата. То, как они подавленно смотрят на него и не знают, что вообще с этим делать, и есть ли вообще способ вернуть его в нормальное состояние. И пока Лео и КГ пытаются придумать план, Майки, несмотря на риски, пытается дать ему еды. И тут я наконец хочу выделить одну конкретную черту Микеланджело, которой я ранее не уделяла особого внимания. Это его эмпатия. Как он заступился за Кожеголова во втором сезоне, хотя он пару раз чуть не прикончил его. Как подобрал с улицы Кланка, и он стал жить с ними. И как он пытался заботиться о своем брате, несмотря на то, что тот превратился в монстра, ведомого лишь инстинктами хищника. Да, с последним это не сработало, и Дон чуть ему ногу не оторвал. Но я здесь вижу не столько глупость, сколько, опять-таки, эмпатию. Эта сцена просто показывает, что это работает не всегда и не со всеми.
Хотя я и считаю эту арку немного недожатой. Она все еще остается одной из моих любимейших в сериале. Так, в 5 сезоне особенно ярких моментов с Майки я не обнаружила. Про черепаху Титана я уже рассказала. Угу. Ладно, а что там дальше было? О, чую, бугурт в комментариях будет немаленький. Окей, я вкратце постараюсь описать свое отношение к 6 сезону, дабы мы тут не задерживались. При первом просмотре, когда я только закончила 5 сезон, который, казалось бы, является завершением истории, переключаюсь на 6 и вижу совершенно другую стилистику, заставку и что тут вообще происходит. Если вы хотите узнать, как именно это произошло, то советую глянуть видосы старого видика по 5 и 6 сезону. Поверьте, там был полный кавардак. Если говорить вкратце, 4Kids решил сделать шоу более семейным, и многим зрителям это не понравилось. И их можно понять. Можно было ли обойтись без него? Разумеется, да. Жалею ли я, что посмотрела его? Да, не то чтобы. Я могла вообще не упоминать фастфорвард в этом видео. И если бы не один конкретный эпизод, что стал не просто одним из лучших в 6 сезоне, а одним из любимейших во всем сериале – Graduation Day. Учитывая планку фастфорварда, я бы его назвала самой лучшей серией в сезоне, но по итогу им стал DNA Thicker Than Water, так что это лучший филлерный эпизод. Сюжет такой. Черепахи проходят особое испытание от Сплинтера и должны уже завтра получить новый ранг Чунин. Все, кроме Майки, потому что он его пропустил. Но дабы совсем не обделять младшего, братья крадут его нунчаки и заставляют пройти квест, чтобы их собрать и доказать, что он достоин этого ранга. И на этом все. Это просто забавная серия о том, как Майки страдает прокрастинацией, и его братья решают таким образом ему помочь. И именно за это она мне и нравится. Также, помните, я говорила, что в основном Раф задирал Майки? Так вот, Донни тоже любил этим заниматься, просто не так часто. Ай! О, Дон, не бей Майки! Это мое дело! И меня просто пробило на смех, когда Донни в этой серии начал издеваться над Майки. Просто не в такой агрессивно-прямолинейной манере, как Рафаэль. Извини, брат, твоя сила ума всегда была не очень-то. Как же плохо жить без ума. Но, братишка, нелегко тебе. И когда я ранее сказала, что это просто смешная серия, я чутка слукавила. Ведь в самом конце, когда Майки наконец выполнил все 3 задания, он внезапно говорит, что он этого не заслуживает. И это при том, что все 3 брата говорят ему, что он молодец. Да, в Grudge Match была идея о том, что нужно относиться к своим достижениям скромнее, но там Майки именно доказал, что достоин этого титула. А здесь это первый раз за сериал, когда Майки сам признает, что он этого не заслужил. Подумаешь, прошел пару тестов. Разве я избавился от лени? Мне еще многому надо научиться. Я недостоин титула Чунин. Я по-прежнему жалкий панцирь для битья. Ты молодец, Микеланджело. По итогу, это одна из лучших серий с ним. Да, она не на первом месте, но точно входит в топ-3. Well, это все, что я хотела рассказать. Подвожу к итогам. Изначально, когда я только начинала просмотр «Черепашек-ниндзя» 2003-го, я предполагала, что он мне понравится, вспоминая, какими крутыми были юные титаны. Но кто ж знал, что я буду пересматривать лучшие эпизоды по несколько циклов, обсуждать одного и конкретного персонажа целыми сутками и так далее и далее. И пускай полноценного разбора сериала у меня не получилось, надеюсь, что я смогла хотя бы вам доходчиво объяснить, почему я считаю Микеланджело лучшей черепашкой из сериала 2003 года. Да. Скажу честно, я до последнего не верила, что реально сделаю это видео. Но благо со мной такого более не происходило. Ой, да ладно вам!